Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. Сегодня я расскажу о делегатах и делегированных свойствах Kotlin. Эта тема может показаться сложной на первый взгляд, но я постараюсь объяснить ее максимально понятно и подробно. Итак, приступим. Прежде чем я углублюсь в детали, давайте разберемся, что такое делегаты. Делегат — это объект, которому другой объект передает право выполнять определенную задачу. Kotlin делегирование — это инструмент, который позволяет переиспользовать код и реализовывать сложное поведение, не прибегая к наследованию. Рассмотрим простой пример. В этом примере я определяю интерфейс base с методом print. Класс baseImpl реализует этот интерфейс. Класс derived делегирует реализацию base объекту b. Когда я вызываю print на экземпляре derived, фактически выполняется метод print объекта baseImpl. Этот подход позволяет достичь гибкости в композиции объектов, переиспользовать код без наследования и упростить реализацию некоторых паттернов проектирования. Теперь рассмотрим делегированные свойства. Делегированное свойство — это свойство, которое передает свои геттеры и сеттеры другому объекту. Синтаксис для объявления делегированного свойства выглядит так. Здесь P — это делегированное свойство. Все обращения к P будут перенаправлены к объекту delegate. Рассмотрим несколько встроенных делегатов Kotlin. Lazy вычисляет значение только при первом обращении и затем сохраняет его. Observable позволяет отслеживать изменения свойства. Теперь я покажу, как создать свой собственный делегат. Для этого можно использовать интерфейсы read-only property и read-write property, или реализовывать методы getValue и setValue напрямую. Сначала рассмотрим read-only property. В этом примере я создал делегат constantValue, который реализует интерфейс read-only property. Этот делегат всегда возвращает одно и то же значение, но при этом логирует каждое обращение к свойству. Теперь давайте рассмотрим read-write property. Здесь я создал делегат login property, который реализует интерфейс read-write property. Этот делегат позволяет как читать, так и записывать значения, логируя все операции. Использование read-only property и read-write property делает код более читаемым и понятным, так как явно указывает на то, какие операции поддерживает делегат. Альтернативно, можно реализовать методы getValue и setValue напрямую. Этот подход дает больше гибкости, так как мы можем реализовывать только нужные нам методы. GetValue для read-only свойств и оба метода для read-write свойства. Теперь рассмотрим некоторые практические применения делегатов. Ленивая инициализация ресурсоемких объектов. В этом примере я использую делегат lazy для ленивой инициализации базы данных. Это означает, что соединение с базой данных будет установлено только при первом обращении к свойству database. Это полезно для оптимизации ресурсов, особенно когда инициализация объекта является дорогостоящей операцией. Когда я создаю экземпляр Resource Manager, база данных еще не инициализирована. Только при первом вызове менеджера Database Query происходит подключение к базе данных. При последующих вызовах используется уже установленное соединение. Реализация паттерна наблюдатель. Здесь я использую делегат Observable для реализации паттерна наблюдатель. Это позволяет мне отслеживать изменения свойства name и выполнять определенные действия при каждом изменении. В данном случае я просто вывожу сообщение о изменении имени, но в реальном приложении это может быть любая логика. Обновление пользовательского интерфейса, отправка уведомлений или синхронизация данных с сервером. Делегаты — это инструмент, который позволяет писать более чистый, модульный и гибкий код. Они открывают новые возможности для реализации сложной логики и паттернов проектирования. Я надеюсь, что это видео помогло вам лучше понять делегаты и делегированные свойства в Kotlin. Не забывайте экспериментировать и применять эти концепции в своих проектах. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока!